Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим и уделим внимание нашему кошельку. Поговорим о том, что нужно положить в свой любимый кошелек, чтобы его наполняли деньги. Обязательно просмотрите эти видео до конца, потому что эти предметы в вашем кошельке обязательно притянут деньги. Напоминаем всем, что ваш любимый кошелек, он служит в первую очередь для хранения денег и для их приумножения. И для того, чтобы вводились деньги в вашем кошельке и постоянно приумножались, нужно правильно для начала выбрать кошелек, а также все сделать так, чтобы изделие имело только денежную и положительные энергии. Чтобы это все притянуть в свою жизнь и окружить себя денежной энергией, нужно за помощью обязательно обращаться к талисманам, к амулетам, к оберегам. Они-то и будут помогать вам привлекать в свою жизнь достаток, благополучие и изобилие. Для того, чтобы увеличить энергию богатства, обязательно положите в кошелек что-то из таких предметов. Итак, первое – это монета. И вот монету ее чаще всего кладут в кошелек. Это может быть редкая монета, которую вы, увидев, вот прямо прочувствовали, что она имеет достаточно сильную энергетику для вас. Либо это может быть, например, какая-то старинная монета, которая досталась вам от ваших родственников по наследству. Такие монеты наделены особой и мощной энергетикой, поэтому они и способны привлекать сильные энергетические потоки, которые и будут притягивать богатство в вашу жизнь. Только ни в коем случае не отправляйте в свой кошелек монету, о которой вы ничего не знаете, потому что таким образом вы можете привлечь в свою жизнь наоборот всевозможные неприятности, проблемы и беды. Далее в вашем кошельке должна быть счастливая купюра. Например, вы устроились на работу и получили первую зарплату. И вот здесь нужно обязательно одну из купюр из вашей заработной платы или из аванса оставить. Это может быть любая купюра, независимо от ее достоинства, но она будет иметь достаточно положительную энергетику. И благодаря этому постоянно притягивать в ваш кошелек денежные потоки. Если вы удачно продали какую-то свою вещь, то купюра из этой суммы также, обращаем ваше внимание, будет обладать достаточно сильной денежной энергетикой, так как будет подпитываться в данном случае от ваших положительных эмоций. Можно положить в кошелек и купюру с особым набором цифр. Ее серийный номер должен обязательно содержать цифру 8. Хорошо, если восьмерок будет несколько. От их количества зависит сила энергии, которую эта купюра будет притягивать. Восьмерка – это цифра с самой сильной денежной энергетикой. Она будет служить для вас магнитом, который будет притягивать финансовые потоки к вам в большем объеме, чем постоянно улучшать ваше финансовое положение. Вы удивитесь, но зернышко бобовых культур также имеет достаточно сильную энергетику и способно притягивать денежную энергию в вашу жизнь. Еще с давних времен люди заметили, что бобовые обладают достаточно мощной энергетикой, способной увеличивать богатство, которое есть у человека, а также привлекать удачу и помогать, не прикладывая большого усилия, а также добиваться успехов в любых поставленных целях. Далее четырехлистный клевер. Вы знаете, именно такой клевер, он ассоциируется с успехом, с материальным благосостоянием. Это растение способно помочь притянуть денежные потоки к вам в таком количестве, как вам действительно это нужно.
Но перед тем, как его использовать, вам нужно аккуратно и тщательно высушить это на солнышке. Затем спрятать в кошелек, в такое место, чтобы он не соприкасался с другими деньгами, особенно с монетами. А также никому при том, как вы будете открывать кошелек, не попадался на глаза людям, которые находятся рядом. Очень хорошо этот символ будет, если он у вас будет сделан, например, для какого-то ювелирного украшения, которое вы будете, например, часто носить. Например, это может быть в виде кулона, либо сережки. Эти украшения, когда вы будете их надевать, будут переплетаться с вашей энергетикой, укрепляя ее и одновременно притягивая денежную энергию постоянно к вам. Чем день изо дня увеличивать ваши финансы. Хорошо, когда в вашем кошельке находится амулет, состоящий из нескольких монет, но их нужно сделать обязательно самостоятельно. Для этого вам понадобится шелковая красная нить. Монеты желтого цвета в количестве 7 или 9 штук. Соедините их между собой. Это можно сделать несколькими способами, перевязав их нитью, например, приклеив нить к ним. Когда будете скреплять, проговорите обязательно такие слова: монеты скрепляю, амулет создаю, денежную энергию очень быстро с его помощью привлеку. Создав на 3 дня, положите его на подоконник, а затем перенесите в ваш кошелек. Желательно обращаем ваше внимание в отдельный карманчик. Далее уделим внимание палочке корицы. Вы знаете, эта пряность обладает способностью притягивать потоки различных положительных энергий в большом количестве, а также притягивать деньги, открывая денежные потоки. Поэтому, чтобы ваш кошелек никогда не был пуст, разместите в нем палочку корицы. Далее мята. И вы знаете, в отделение кошелька вы можете положить высушенный листочек, либо кусочек именно мяты. И как вариант вы можете использовать зеленую ткань и капнуть капельку эфирного масла мяты. Деньги в кошельке благодаря этой простой практике никогда не будут переводиться. Давайте уделим внимание хрену. Да, вы, наверное, удивились, но хрен – это вообще символ благополучия. Вот возьмите кусочек корня хрена, высушите его и положите в кошелек, и вы увидите, как поправится ваше материальное положение. Если вас преследует безденежье, то чтобы от него избавиться, высушите кусочек хрена на растущую луну. При этом проговаривайте обязательно следующие слова: хрен сушу, благополучие привлеку, проблемы с деньгами уберу, безденежье отгоню, финансы приумножу. После проделанного положите его в кошелек, а безденежье уйдет из вашей жизни, а вот деньги обязательно начнут появляться. Также талисманом по привлечению денег может быть любой предмет, обязательно круглой формы, сделанный вами из дерева, либо кусочка кожи. Прежде чем положить его в кошелек, подержите амулет на подоконнике при лунном свете, так, чтобы он хорошо освещался. А когда будете класть, проговорите такие слова: «Тебя я создала, лунным светом зарядила, привлекать ко мне деньги просила». Для того, чтобы деньги всегда водились в вашей жизни, нельзя, чтобы в кошельке были такие предметы, которые могут оказывать неблагоприятное воздействие на финансовые потоки и блокировать поступление денежной энергии. Ну а чтобы не сказывалось негативное влияние на вашем материальном благосостоянии, никогда не кладите в кошелек фотографии близких людей, так как деньги могут обидеться на вас за то, что внимание свое вы делите между ними и фотографией или фотографиями. А также, если в ваш кошелек попадет купюра с негативом, фотография мгновенно ее вберет и передаст тем людям, которые на ней изображены, чем наполнит их жизнь определенными неприятностями. Далее чеки из магазинов.
Вы с деньгами всегда должны расставаться без сожаления. Покупки должны вам доставлять одно удовольствие и приносить вам счастье и радость. Выбрасывая чеки, вы можете освободить место для поступления новых купюр. А если вы оставляете чеки, то это говорит о том, что вам присуща скупость, а деньги, как вы знаете, никогда не приходят к жадным людям. Далее, никогда не держите в своем кошельке всевозможные визитки, различные билетики, записочки и прочее. Все это не влияет благоприятно на поступление денежной энергии. Деньги просто-напросто не захотят находиться рядом с мусором. Поэтому избавляйтесь от таких вещей сразу и навсегда. Далее банковские карты. Но вы должны понимать о том, что банковские карты не нужно хранить в кошельке, дабы не препятствовать поступлению денежных средств. Если вы все же размещаете их в кошельке, то они не должны ни в коем случае соприкасаться с купюрами денег. Помните об этом. Также обращаем ваше внимание, что водительским правам также не место в вашем кошельке. В вашем кошельке также никогда не должно быть пусто, в нем должна всегда оставаться хотя бы небольшая сумма денег. Если вы оставите его пустым хотя бы на незначительное время, то вам предстоит очень потрудиться для того, чтобы вернуть денежную энергию обратно в него, так как она не любит неуважительного отношения к ней. В кошельке все должно быть сложено, разложено по местам. У купюр и монет обязательно должно быть свое место. Они должны находиться в разных отделениях. Все купюры должны быть выровнены. Ни в коем случае в кошельке не должны находиться скомканные купюры. Складывать купюры нужно по возрастанию, то есть от небольшой купюры к более крупной. И так, чтобы, когда вы откроете кошелек, было видно лицевую сторону купюр. Деньги разной валюты не должны между собой смешиваться в вашем кошельке. Они должны храниться в разных отделениях вашего кошелька. Это для того, чтобы их энергии не переплетались, и иначе в таком случае деньги, опять же, в вашем кошельке никогда не будут водиться. Ну а чтобы деньги постоянно водились в вашем кошельке, с ними нужно расставаться легко. Совершайте всегда любые покупки, вне зависимости, это продукты питания, это бытовая техника, это подарки, только с радостным настроением. Желательно, чтобы хотя бы несколько купюр вы время от времени отдавали на благотворительность. Также всегда должен постоянно происходить круговорот купюр. Они не должны лежать в кошельке даже в большом количестве, так как это приводит к застою денежной энергии. Также, если вы их имеете дома, деньги, или в банковской ячейке, время от времени посещайте эти деньги, разговаривайте с ними, именно обязательно считайте, потому что иначе, таким образом, денежная вот эта энергия, она застаивается, и это приводит к необратимым процессам. Поэтому, друзья, обязательно соблюдайте вот эти простые правила, и тогда у вас точно никогда не будет проблем с поступлением денег в вашу жизнь. Вы не будете иметь финансовых трудностей, а деньги будут вашим спутником в жизни. Благодаря этому вы точно сможете себе многое позволить. Будьте благодарны любым денежным суммам в вашей жизни, и они обязательно приумножатся. Когда вы ходите на высокооплачиваемую работу, и вы видите, что у вас постоянно какие-то проблемы, и у вас не получается хорошо заработать, возможно, жизнь хочет вас научить, чтобы вы научились правильно распоряжаться деньгами. Возможно, вы замечали такое правило, что когда человек устраивается на высокооплачиваемую работу, ему еще больше не хватает денег до того, как он зарабатывал немного денег. Возможно, вы сталкивались с такой проблемой. Объясняем то, что человек не умеет распоряжаться деньгами. Человек не верит в то, что он может зарабатывать деньги. Когда деньги к нему поступают в большем количестве, чем надо, человек начинает ними сорить. Например, приглашать своих друзей, знакомых в бар, в ресторан и оплачивать полностью счет.
или делать кому-то дорогие подарки, или начинать покупать какие-то дорогие брендовые вещи, которые до этого человек не мог себе позволить. И таким образом вот здесь очень важно понимать и осознавать, что теряется вот тот смысл, а для чего человеку нужно больше денег. Поэтому ставьте себе цели и обязательно их реализуйте. Помните о том, что Вселенная открыта для вас, но вы должны выполнять определенные маленькие правила. Эти правила, как видите, они просты, но, к сожалению, если вы проанализируете, то вы увидите, что многие люди, к сожалению, а может быть, к счастью, не выполняют даже и половину этих правил, а потом жалуются, что у них в жизни ничего не получается. Помните о том, что кроме вас никто не изменит вашу жизнь, ни ваша соседка, ни ваш друг, ни ваш любимый человек, ни родители, никто. Только вы сами, если вы решили менять свою жизнь и кардинально меняйте. Конечно же, на пути будут возникать определенные проблемы. Но это не проблемы, это задачи, которые вам нужно выполнить для того, чтобы вы набрались определенного жизненного опыта, для того, чтобы вы понимали, осознавали, как вам нужно дальше двигаться, работать и так далее. Помните о том, самое простое правило. Вы, получив высшее экономическое образование, вы никогда сразу не станете, например, главным бухгалтером или главным экономистом на предприятии. Почему? Потому что у вас нет опыта, вы не знаете практических многих нюансов, моментов и так далее. Но как только вы устраиваетесь на работу и начинаете снизу, постепенно приходит момент, когда вы как рыба в воде, вы понимаете все процессы, вы осознаете, вы понимаете, так происходит и в жизни. Поэтому, друзья, прислушайтесь к этим вот простым советам, которые действительно могут изменить вашу жизнь. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам обязательно помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылка в описании к этому видео. А прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. Знаете, это, скорее всего, подсказки от высших сил. Обязательно изучайте, познавайте. У нас на канале Эзотерика для тебя, друзья, много полезной, важной, нужной, интересной для вас информации. Всех вам благ, друзья, и мы с вами уже услышимся в следующем видео.